Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом Формулы-1. На Гран-при Лас-Вегаса он пришел пятым, обеспечив себе досрочное чемпионство за 2 этапа до конца сезона. Ферстаппен продолжил доминацию в королевских гонках, и все последние сезоны никто и близко не может оказать ему конкуренцию. Я хочу высказать свое мнение относительно Макса Ферстаппена и в целом о гоночной серии Формулы-1. Что касается Ферстаппена, конечно, он элитный гонщик, и в этом нет сомнений, но я никогда не был его персональным фанатом и не буду. Я всегда болел за Фернандо Алонсо, и мне в целом не нравятся гонщики, которые доминируют и выигрывают чемпионаты в одну калитку. Я люблю все-таки конкуренцию, я люблю интригу до конца сезона, и это касается и других видов спорта. Поэтому мне никогда не нравились Михаэль Шумахер, Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон и теперь Ферстаппен, потому что они выигрывают чемпионат за несколько этапов до конца сезона. Ну, смотреть такое не особо интересно, согласитесь. Но на самом деле в 21 веке были интересные сезоны, в которых интрига сохранялась до самого конца. И сегодня я бы хотел с вами о них поговорить. Поэтому я представляю топ-5 главных сезонов чемпионата Формулы-1 в 21 веке. Я постарался выделить 5 самых интересных чемпионатов Формулы-1, где интрига сохранялась до самого конца и где за чемпионство боролось не 2, а даже 3 или 4 гонщика на протяжении всего сезона. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Этот сезон можно рассматривать как лебединую песню великой карьеры Михаэля Шумахера. До конца сезона 7-кратный чемпион мира и действующий чемпион, испанец Фернандо Алонсо, мерились мускулами. Первая часть сезона осталась за Фернандо. В 9 гонках со старта чемпионата он не финишировал ниже 2 места. Но во второй половине слово свое сказал уже Красный Барон, одержав 5 побед в 7 гонках. За 2 этапа до конца сезона установилось двоевластие. У Алонсо и Шумахера было по 116 очков. Последние этапы обещали быть невероятно захватывающими. Как и в хорошем триллере, нас ждала драматическая развязка. Гоночный уикенд на Сузуки изначально складывался в пользу Феррари. Бразилец Масса взял пол, а Шумахер стал вторым, в то время как Алонсо квалифицировался лишь пятым. Уже в самой гонке Михаэль на 3-м круге вырвался в лидеры и пролидировал большую часть гонки. Алонсо к тому моменту вышел на 2 место, но отставал Шумахера на 6 секунд. Для немца такой разрыв был более чем комфортным. Он мчался к финальной гонке в статусе лидера сезона. Но за 17 кругов до финиша произошло то, что перечеркнуло шансы Шумахера на чемпионство. Вскоре после очередного пит-стопа, имея комфортный отрыв от Алонсо, Шумахер начинает резко терять скорость, а из-под болида идет дым. Загорелся мотор. Гонка окончена. Алонсо выигрывает гонку и на 10 очков отрывается от немца перед финальной гонкой. В заключительном заезде в Бразилии Шумахеру выиграть чемпионство помогло бы только чудо. А именно, собственная победа в гонке при условии, что Алонсо не наберет ни одного очка. Чудо не случилось, Алонсо пришел вторым. Шумахер героически пришел четвертым после неудачной квалификации и отката на последнее место в гонке из-за прокола шины. Но и это уже было неважно. Алонсо чемпион, но Шумахер дал мощный бой, громко хлопнув дверью в своей последней гонке за Феррари. Следующий сезон получился не менее захватывающим. Тут было все. Шпионские скандалы с последующей дисквалификацией Макларена и огромным штрафом в $100 миллионов, супердебютанты, а также невероятная интрига до финальной гонки. Перед Гран-при Бразилии сразу 3 гонщика имели шансы на титул – Райконен, Алонсо и Хэмилтон. Хэмилтон вообще стал главным открытием сезона. Молодой дебютант выиграл 4 гонки в сезоне, а их соперничество с Алонсо стало одной из самых ожесточенных внутрикомандных дуэлей со времен великих Айртона Сенны и Алена Проста. Однозначным фаворитом перед финальным Гран-при считался также Хэмилтон. Он же опередил и Алонсо, и Райконена в квалификации, заняв 2 место на стартовой решетке. А для победы в чемпионате британцу достаточно было прийти 5-м. Но молодость вкупе с роковым невезением сказали свое слово. Буквально на старте Райконен блестяще обходит Хэмилтона. В надежде вернуть себе 2-ю позицию Хэмилтон неудачно контратакует, и вот уже Алонсо обгоняет британца. Дальше еще хуже. Пытаясь обогнать уже Алонсо, Хэмилтон блокирует колеса и вылетает на гравий, теряя еще 3 позиции. Со 2-ю позицию на 8-ю. И это все только 1-й круг. Если вам и этого мало, то как вам следующее? Спустя 7 кругов после старта Хэмилтон, вернувший уже 2 позиции,
стремительно возвращающийся в пятерку лидеров, сбрасывает скорость. У болида Макларена заклинило коробку передач. Хэмилтон еле-еле едет по трассе и откатывается на 18-ю позицию. Да, каким-то чудом британец перезапустил бортовой компьютер и реанимировал машину, и даже героически прорвался на 7-е место. Но в этот момент Райконен после финального пит-стопа опережает Фелипе Массу и вырывается в лидеры не только гонки, но и всего сезона. Ехавший третьим Фернандо Алонсо ничего противопоставить не мог. Разрыв между ним и двумя лидерами из Феррари был более 50 секунд. В итоге Кими завершил гонку победителем и сенсационно стал чемпионом мира, обогнав на 1 очко сразу двух конкурентов – и Хэмилтона, и Алонсо. Этот сезон по праву считается одним из самых драматичных в истории Формулы-1. 3 года подряд Формула-1 дарила нам интригу до конца сезона. Сезон 2008 года выдал нам шикарную чемпионскую дуэль Фелипе Массы и вице-чемпиона прошлого сезона Льюиса Хэмилтона. На протяжении всего сезона бразилец и британец обменивались как шикарными победами, так и детскими ошибками. Например, на Гран-при Малайзии Масса, выигравший пол-позишн в квалификации, совершил глупую ошибку, лишившую его 8 очков за второе место в гонке. А Хэмилтон на Гран-при Канады при выезде из боксов поздно заметил красный сигнал светофора и стоявших впереди Райконена и Росберга, и в конечном счете врезался в них. Несмотря на это, финал сезона выдался просто сумасшедшим. Гран-при Бразилии. Домашняя гонка для бразильца Фелипе Массы. Перед гонкой расклады в таблице делали чемпионом Хэмилтона, но всю финальную гонку Масса провел просто идеально. Он выиграл пол-позишн, отбил все атаки в борьбе за лидерство и выиграл домашний гран-при с отрывом от Алонсо в 13 секунд. И пока в боксах Феррари радовались чемпионству, произошло то, что обычно происходит только в боевиках. Хэмилтон, плохо выступивший в квалификации, да и в большей части гонки, идущий шестым, на последнем круге, в 2 поворотах до конца гонки всего сезона обгоняет Тима Глока и занимает спасительное 5-е место. 98 против 97. Масса победил в гонке, Хэмилтон в чемпионате. За 2 поворота до конца всего сезона. Я долго думал, какой сезон выбрать следующим. Напомню, я фанат Фернандо Алонсо с большим стажем, но рейтинг я стараюсь сделать объективным, поэтому в нем больше поражений испанца, чем побед. И самое обидное поражение в сезоне было для него не в 2007 году. Самое обидное поражение было в первом сезоне за Феррари. Но помимо шансов Алонсо я выбрал 2010 год и по другим причинам. На протяжении всего сезона невозможно было сказать, кто является фаворитом, так как лидер чемпионата менялся целых 10 раз. Это рекорд Формулы-1. Первые гонки сезона оставались за Баттоном, середина за Хэмилтоном и Уэбером, а к концу сезона заявили о себе уже и Феттель с Алонсо. Чтобы вы понимали уровень конкуренции в том сезоне, ни один из супер топовых гонщиков в том сезоне не смог победить более 5 раз за сезон, состоящих из 19 гран-при. Конкуренция была настолько мощной, что перед финальным заездом в Абу-Даби впервые в истории на победу в чемпионате претендовало сразу 4 гонщика – Алонсо, Уэбер, Феттель и Хэмилтон. Победу в Гран-при Абу-Даби одержал Феттель, который и выиграл чемпионат. Но российским фанатам Формулы-1 этот сезон запомнится как сезон, в котором россиянин определил чемпиона. В финальном Гран-при Алонсо, которому при победе Феттеля в гонке для чемпионства было достаточно прийти в четверке, около 40 кругов боролся и так и не смог пройти Виталия Петрова. Испанец изо всех сил почти всю гонку атаковал россиянина и в одном из эпизодов чуть не врезался в него, но так и не совершил нужный обгон. Да, помимо Петрова нужно было обогнать еще 2 пилотов, но это уже было неважно. Россиянин остановил чемпионские амбиции великого испанца. Первый сезон из этого ролика знаменовал полное окончание эры доминации Шумахера. Закончим этот топ окончанием еще одной великой эпохи. Эпохи Льюиса Хэмилтона. Ведь ее окончание было не менее и даже более драматичное. Этот сезон по праву можно назвать величайшим сезоном в истории гибридной эры королевских гонок. Здесь было все. Скандальные столкновения между двумя лидерами, постоянно меняющаяся расстановка сил, ну и, конечно, шикарная борьба за титул между 7-кратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном и неуступчивым и не признающих авторитетов Максом Ферстаппеном.
Ну а концовка сезона вообще достойна отдельного кино наряду с фильмом «Гонка». Ведь интриги и драмы здесь было даже больше, чем в том сезоне между Лаудой и Хантом. Как и в 2010-м, Абу-Даби стал ключевым гран-при, на котором решилась судьба всего чемпионата. Перед финальным гран-при Ферстаппен и Хэмилтон имели равное количество очков. Такой расклад стал всего вторым в истории Формулы-1 и первым с 1974 года. Для победы в чемпионате одному из пилотов нужно было просто финишировать выше другого. Несмотря на полупозишн Ферстаппена, Хэмилтон быстро вышел в лидеры гонки и с большим отрывом лидировал почти всю гонку. Проблем с болидом у него не было, как у Шумахера в 2006, поэтому только чудо могло помочь Ферстаппену. И это чудо случилось. Это чудо звали Майкл Масси, который на тот момент был гоночным директором. За 5 кругов до финиша пилот Уильямса Николас Латифи теряет свой болид и влетает в стену. Разбитая машина перегораживает трассу. Гонка остановлена. На трассу выезжает машина безопасности. Ферстаппен пользуется ситуацией и заезжает на пит-стоп, меняя шины на более быстрый софт. Хэмилтон же остается на трассе на уже изношенных шинах, боясь потерять позицию. Ну а дальше следите за руками. Дирекция гонки объявляет, что в этот раз отставшим гонщикам не дадут вернуться в один круг с лидером. В этот момент Норрис, Алонсо, Окон, Леклер и Феттель были круговыми и ехали между первым Хэмилтоном и идущим вторым Ферстаппеном. Это решение дирекции противоречило практике последних лет и сильно било по шансам Ферстаппена, ведь после его пит-стопа между ним и Хэмилтоном ехало сразу 5 круговых, а за один круг до конца их опередить было практически невозможно. В Red Bull возмутились этим объявлением, и на связь с Майклом Масси выходит руководитель Red Bull Кристиан Хорнер. После их короткого диалога решение меняется. Масси объявляет еще более странное решение. Круговые могут вернуться в один круг с лидером, но не все, а лишь те 5, кто оказался между Хэмилтоном и Ферстаппеном. А это означало, что вся дистанция между лидерами сокращается. И Ферстаппен, который за 5 кругов до конца отставал от Хэмилтона больше, чем на 11 секунд, поравнялся с ним на дистанцию менее полусекунды. Рестарт в итоге дали перед последним кругом. На свежем софте Ферстаппен легко проезжает Хэмилтона на изношенном и остывшем харде, причем Льюис даже пытался контратаковать, но шансов у него не было. На финише их разделили более 2 секунд. Льюис после гонки был подавлен. Ну, представьте сами, он уверенно лидировал весь заезд, не допустил ни единой ошибки на трассе. Через пару кругов он шел к рекордному 8-му титулу, но из-за аварии другого пилота и нелепых решений дирекции гонки на последнем круге он упустил чемпионство. Обвинять организаторов тоже было бы неправильно, так как, согласно инструкции, конечное решение было в рамках правил. Просто оно было непоследовательным и не обеспечивало равные условия для всех участников заезда. В итоге мы получили воистину голливудскую развязку шикарнейшего сезона. О чем еще можно мечтать? А какие сезоны Формулы-1 в 21 веке нравятся вам? Напишите в комментариях, будет интересно обсудить. Также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если этого еще не сделали, чтобы получать дальше интересный спортивный контент. Увидимся, до скорого!